В открытом грунте не нужно часто лить воду в томаты. Правильно будет делать это реже, но обильным количеством воды. А вот если часто и мелкими порциями, это неправильно. К тому же такой полив может негативно отразиться на плодах. Может появиться, к примеру, такое заболевание, как вершинная гниль. Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома. И сегодня, как всегда, с вами Вадим. Как вы все поняли, сегодня пойдет речь у нас о поливе помидор. Если в дневное время стоит сильная жара, поливать томаты лучше после того, как она спадет. Буквально перед заходом солнца, хотя я знаю, что некоторые любят поливать утром. Поскольку в ночное время суток жидкость хорошо усваивается корневой системой растения. По внешнему виду растения можно определить невооруженным глазом, хватает ли ему увлажненности. При ее недостатке листья станут темнее и увядшими. Когда начнут завязываться плоды, количество воды при поливе нужно будет увеличить. При созревании помидор количество поливов надо сократить. Если часто могут начать гнить, лопаться, станут водянистые, лёжкость их сокращается. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают, оставляют в покое на 2-3 дня, но это тоже в зависимости от температуры наружного воздуха. Затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учетом сорта, размеров и погоды. На низкорослые кусты достаточно будет 5 литров воды, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 литров воды. Вот мой график полива помидор, исходя из моего личного опыта, и вы все видели, какая у меня земля. При температуре 40 градусов полив я произвожу через 2 дня. При температуре 35 градусов полив произвожу через 3 дня. При температуре 25-30 градусов полив произвожу через 4 дня, с учетом отсутствия дождя. И если у вас глинистая почва, сроки полива стоит увеличить на 1-2 дня. А если у вас песчаная почва, то там, в принципе, можно поливать каждый день. Я знаю такую почву, туда льют, и она тут же практически становится сухой. К сожалению, учесть все нюансы для всех регионов невозможно. Тут надо учитывать влажность воздуха, качество грунта и матушку природу. Это лично мой график, который вам рассказал. Придерживаться или не придерживаться – это сугубо ваше дело. Я просто поделился тем, что я делаю и что я знаю. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.